Всем привет! Я хочу рассказать вам про прямоугольные салфетки. Про квадратные, прямоугольные салфетки по другой технике. Смотрите, мы шили вот такую дорожку. Еще ее не закончили. У нас тут будет снизу окантовочка. И это будет дорожка на стол. Потом у нас есть законченная салфетка. Она шита прямыми линиями. Я отрезала равные прямые отрезки и соединила между собой. Вот так. И прошлась по кругу вот такой окантовочкой. И у нас получилась прямоугольная форма. По такой технике можно шить любого размера квадрат или прямоугольник. Но единственное, если честно, мне не очень нравится такая техника, так как это очень муторно. Каждую отрежь и прошей. Но очень оригинально и прикольно смотрится. Такие вещи конкретно прям подходят. Сейчас мы шьем, это незаконченная работа, мы шьем в процессе вот такой коврик. Это будет коврик на стиральную машинку. Он определенного размера. И это работа в процессе. Также я дошью еще вот примерно до отсюда. Я еще сантиметров 10 полосочками прошью и пройдусь по кругу. И будет по такому же принципу салфеточка, только коврик на стиральную машинку. Вот. Пробуйте. У вас наверняка это все получится. Есть нюанс при шитье по такой технике. Когда вы начинаете шить, у вас потихоньку начинает все равно где-то плюс-минус съезжать края. И надо их выравнивать. Поэтому немножко проблематично. И я так думаю, это потому, что отрезки, видите, какие длинные. Очень тяжело шить вот такие дорожки. Мы его шили из 8-миллиметрового шнура мягкого, так как он такой. Но от того, что он вот такой весь длинный, и специфика шнура такая, что его стягивает прям сильно. Поэтому такой кривовастый. Я его потом задекорирую, и будет, это будет потом незаметно, но шить тяжело такую работу. Поэтому, если вам нужны дорожки по такой технике, то можно или овалом, он будет вам легче, наверное, сшить намного, если вы сделаете овалом. Так, я надеюсь, вам наши идеи понравились, и вы их примените. Да, мы делимся с вами своим опытом, своими наблюдениями, и надеюсь, они вам пригодятся. Если такие салфетки шить маленькие, например, на стол квадратные, то, конечно, это быстрее, проще, легче. По такой технике, кстати, мы шьем ручки для корзин. Но вот именно большие работы тяжеловато. Муторно, дольше сидишь, и себестоимость такой работы дороже. Даже не по материалам, а то, что трудоемкая она, более такая муторная. Так, все, всем спасибо за внимание. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях, мы всегда на них ответим. Спасибо, до свидания.